Всем привет! Ну что, сегодня третий день, и я думаю, что, возможно, вы немножко подустали. И вообще-то середина недели и ноябрь. Поэтому сегодня будет задание несложное и такое, да, очень быстрое. Сегодня я вас научу делать акварельную фактуру. Смотрите, у меня вот есть пример. Я использовала определенную технику, чтобы создать фактуру акварелью. Здесь я еще использовала поверх, я рисовала поверх таких вот складок. Мне кажется, это интересная техника. Она может служить как основой для чего-то еще большего, для основы, может быть, для иллюстрации какой-то сверху, а может быть, самостоятельной, абстрактной какой-то работой. И каждый раз здесь интересно, что это такой эксперимент. Каждый раз получается что-то новое. Совершенно вы получаете вот такие интересные формы, интересные структуры, которые, в принципе, сложно как-то иначе получить. И давайте начнем. Здесь, что интересно, здесь и сам процесс очень такой веселый, и результат тоже всегда неожиданный и радует. Для этого нам понадобится бумага, акварель. Бумагу, в принципе, лучше закрепить, если есть скотч. В принципе, это может быть любой скотч. Акварель, палитра, если хотите, вода. И что еще нам понадобится? Это вот нам понадобится обычный пластиковый пакет. Здесь тоже вот у меня вот такой тонкий целлофан. Это может быть и немножко другой тип целлофана. Опять же, это будет от этого меняться результат. Если у вас нет, идите, да, поставьте на паузу и приготовьте. Можно его немножечко вот здесь сейчас разрезать. Итак, что мы делаем сначала? Здесь вы уже приготовили все необходимое. Здесь нам понадобится сделать фон. Фон берите, да, берите поярче, берите не бледный делайте. Я смачиваю лист. Так, хорошо смочили лист. И теперь выбирайте, да, тот цвет, который вы хотите. Я попробую сегодня сделать такой синий. Меня тянет на синие цвета в последнее время. Берите цвет погуще. Там какие-то оттенки, это все на ваше усмотрение. В принципе, лучше, да, сделать пару оттенков, да, добавить, чтобы у вас была более разнообразная эта текстура, да, этот фон. И прокладываем по всей поверхности. Смотрите, должно быть достаточно много воды, да, чтобы все получилось у нас. Поэтому не жалейте здесь краски, не жалейте воды. То есть она должна быть достаточно влажная. Итак, здесь мы останавливаемся, да, вот и быстро-быстро работаем, быстро, пока это у нас не высохло. Берем наш целлофан. Можете его немножечко уменьшить, да. В принципе, здесь опять же ваша творческая фантазия. Вы можете взять маленький кусочек и сделать, например, только какую-то часть. Или вы можете сделать это по всей поверхности. Я возьму, наверное, вот сегодня вот такой кусок и буду сейчас его тут формировать. Значит, смотрите, просто берете, да, и интуитивно делаете такие, да, складки. То есть где-то она будет прижиматься, а где-то будет отсутствовать. Надеюсь, что хорошо видно.
То есть где-то оно прижато. То есть вы уже можете сейчас видеть, когда вы это сделали, да, что где-то уже получились такие, как территории, да, как вот карта сверху, да, когда мы смотрим с самолета. И вот мы оставляем, когда вы уже, в принципе, да, особо там не развозите, да, чтобы не мешать, не смешивать, да, эти границы. Оставляем высыхать и посмотрим, что получится. Так, прошло полчаса. Давайте посмотрим, что получилось. Аккуратно снимаем. И вот у меня получились вот такие вот затеки, отпечатки. Им еще надо подсохнуть. Здесь еще пока у нас влажная поверхность. Здесь, конечно, еще будет на каждой бумаге это будет по-разному. Вот сейчас я дам еще подсохнуть и покажу в итоге окончательный результат. Итак, вот уже подсохшая наша фактура. Вот у меня вот такая получилась. Где-то получилось, где-то не получилось. Да, например, вот здесь, видимо, было мало краски. Много зависит еще от бумаги. Но, в принципе, интересные, мне кажется, такие вещи можно делать. То есть это вот такая техника, которая может быть вам полезна для чего-то, да, или сама по себе. Вот. И как я уже показала, да, в зависимости от бумаги получаются разные. Здесь я где-то еще проходила с кистью. Ну вот, например, да, вот здесь такие вот были вещи. То есть вот, надеюсь, вам это было полезно. Используйте, экспериментируйте, попробуйте с разными типами целлофана, от этого тоже зависит. Попробуйте разные, да, бумаги, тут тоже зависит много от бумаги, то есть это эксперимент, так что жду ваших работ и удачи. Пока.